Всем привет! Я вам расскажу историю своей жизни, но той части жизни, которая связана с компьютерами, начиная от серьезнейшей психологической травмы, которую я получил в 1980, хер его знает в каком году, и про все мои последующие компьютеры, которые преследовали меня всю мою жизнь, благодаря которым я получил огромное количество проебанных часов, месяцев, а может быть и лет. И в итоге то, что позволило мне создать Loud Sound, это знание компьютеров и использование их по назначению. Любители уличать в рекламе, проходите сразу мимо. Я сделал этот обзор не потому, что мне собрали ребята из HyperPC этот компьютер, а они собрали мне этот компьютер специально под этот обзор. История, которую я вам расскажу, позволит понять вам, чем для меня является в данный момент этот компьютер. Если слушать историю вам не интересно, а вы сразу хотите вот про этот ПК узнать, мотайте вот на это время. Ну, я вам очень рекомендую послушать. Я уверен, будет интересно молодежи узнать, как их предки познавали компьютер, старожилам поностальгировать, фанатам Loud Sound узнать что-то новенькое о том, как я пришел к созданию Loud Sound. Ну и для хейтеров, конечно, будет очень много повода похейтить. Добро пожаловать сразу в комментарии. Можете уже, в принципе, начинать. Ну, а чтобы было о чем писать, сейчас я вам подкину идейку. Это на данный момент, ребята, самый лучший компьютер из всех блогеров в российском YouTube. Если вы со мной согласны, пишите об этом в комментариях. Если нет, пишите, у каких блогеров, на каких блогеров стоит обратить внимание, у кого сборки круче, у кого более правильно оформлен эстетически, у кого более сбалансирован, ну и у кого грамотнее организовано рабочее место. Поехали. Первая психологическая травма, это, несомненно, был Каратека. Это была игра 84-го, 5-го, 6-го года выпуска, я не помню. Как сейчас помню, вот знаете, есть такие обрывки памяти в детстве, ты ни хрена не помнишь, но вот какие-то сцены помнишь прям вот в деталях, в малейших. А мой папа, который покинул нас в 90-м году, царство небесное, папа паял, занимался различной электроникой, чинил аудио-видеоаппаратуру, телевизоры, видеоплееры тогда появлялись, вот только электроника VM12. Отчетливо я помню этот вечер, прям не то что в деталях, а прям в пикселях, как эти Space Invaders, инопланетяне перемещались по экрану, как этот Али Кэт получал пизды регулярно, и, конечно же, Каратека. Каратека произвел на меня просто неизгладимое впечатление. Компьютер был принесен не сам по себе, то ли он был принесен для работы, то ли для чего-то, но с ним был еще и принтер, и поэтому мне сказочно повезло. Я получил распечатанные изображения с игры. Я не то что хранил их как реликвию, они реально у меня лежали под одеялом. Я, 8-10 лет, 9 мне тогда было, я не знаю, примерно в этом районе, но я не молился, конечно, на них, но я мечтал ночами, когда я поиграю в это чудо еще раз. Вы должны понимать, чем в 80-х годах являлся компьютер для пацана, которому нет еще и 10 лет. Это действительно была психологическая травма, потому что это было что-то вроде как вот сейчас, если инопланетяне нам спустят какое-то новое устройство, которое вы не понимаете, каким образом вообще оно может работать. Ты мог управлять тем, что происходит на мониторе. Плюс ко всему вот эти завораживающие звуки, считывание дискеты 5,25 дюймов, вот это долгое включение, вот эти загрузчики, вот эти строчки на экране непонятные. MS-DOS, это уже тогда была операционка, если я не ошибаюсь. Такая была яркая вспышка в самом детстве. После у нас дома появлялся Spectrum, ZX Spectrum, Синклер его еще называли. Навсегда отпечатавшийся в голове звук загрузки игр через магнитную ленту, через кассету. Собирались люди возле загружающейся игры, она могла загружаться минуту, 3-5. И люди боялись просто даже пошевелиться, потому что если дернуть стол или что-то, загрузка прерывалась, приходилось начинать всё заново. Загружались опять же игры рандомно, иногда загружались или иногда нет. Приходилось перематывать кассету и запускать загрузку заново. Джойстик был тогда однокнопочный или двухкнопочный, не помню. Заезжал к нам домой и Atari на какое-то время. Действительно, моему отцу надо отдать должное. Он для 80-х вот сделал невозможное. Хорошо это или плохо, я не знаю. Действительно заразил меня компьютерами. Почему плохо, сейчас расскажу. Чуть позже компьютер сыграл и злую роль в моей жизни. Потом папы не стало, о компьютерах я в принципе дома не знал и не слышал. Но у нас в школе, представляете, в школе
Вот я не представляю даже, чтобы сейчас такое произошло. С торца школы 76-й, где учился, открылся компьютерный клуб. За деньги можно было поиграть. Денег тогда в принципе никаких не было. Сколько накружил, 5 у тебя было минут, 10 минут. Элитный был такой кайф, недоступный, очень малые дозировки были, так скажем. Компьютеры были БК 0010, 01. Старожилы сейчас, наверное, всплакнули, услышав это слово. Тоже загрузчик с магнитных кассет, джойстик одна- или двухкнопочный. Позже началась эпоха приставок. Начали появляться первые Dendy. Оригинальные китайских подделок найти было нереально. Позже они хлынули на рынок сумасшедшим потоком. А вначале был тот самый Dendy со слоником. Была очень серьезная вещь, очень серьезная покупка. Люди, у которых дома была такая приставка, автоматически обзаводились огромным количеством новых друзей, потому что приставка была, ну не знаю, в одном дворе, может, у одного-двух человек. Первая приставка, в которую я поиграл, был мой друг Рома. Сейчас, кстати, вот мы с ним и открываем филиал в Питере. Он владелец. Играли часами, днями. Вместо школы я у него пропадал. Много поиграли. Позже появилась Sega. Позже появилась у меня Dendy и Sega. И психологическая травма 80-х сделала свое дело. Это был мой любимый кайф. Я, конечно, любил там и побегать по крышам, постоянно гуляли, попрыгать по гаражам. Я не представляю, как мы выжили тогда. Но это совсем другая история. PlayStation 1 появилась. И ближе к 95-96 году в жизнь вернулся персональный компьютер. Парня у нас во дворе и в соседнем дворе были ПКшки. Я зависал у них там целыми часами. То есть приходил, говорил, да, я быстренько поиграю. А быстренько поиграю, я вам объясню, что это были за игры. Это были Warcraft, Red Alert. И вот тогда я очень сильно захотел персональный компьютер. Мне его купил дедушка, когда я поступил в институт. 96-й год это был, по-моему, и вот тогда было 2 года выкинутых из жизни. Я реально превратился в супер задрота. Я дорвался до того, вот о чем мечтал. Это было для меня что-то непередаваемое. Это были компакт-диски с огромным количеством игр, с огромным количеством программ. Я это все жадно впитывал, все это было мне очень интересно. Я установил первый раз Windows 3.1, потому что до этого мы работали в MS-DOS все, и был, ну, оболочка была по факту Norton Commander или DOS навигатор и командная строка. То есть мы все, что необходимо сделать, писали, либо писали в командной строке, либо использовали вот такой вот файловый менеджер, это впоследствии стало, а изначально это и была оболочка. Компьютер был 486 DX4 100 с 4 мегабайтами оперативной памяти, мегабайтами, задумайтесь, ребята, мегабайтами. Оперативное запоминающее устройство могло загрузить сейчас одну фотку с телефона вашего, обработать ее, и больше в нее не помещалось. Жесткий диск был на гигабайт, он носился постоянно, кому-то на него что-то переписывалось, и один раз он упал, осталось на нем 100 мегабайт памяти, и в этих 100 мегабайтах я и существовал. Там был установлен Windows на тот момент 95-й. Там был установлен Quake, все остальное, что нужно было установить, стирался Quake и устанавливалось что-то, что нужно установить на данный момент. Информация хранилась на огромном количестве 3,5 дюймовых дискет. Дискет тогда было очень много, все они были подписаны. Модем появился чуть позже, и это была еще одна психологическая травма. Мой вот мозг подростка осознал, что есть некая сеть, объединяющая миллионы людей по всему миру. И есть огромнейшее количество, неприлично огромное количество информации, которую можно было скачать. Когда первый раз у меня дома появился интернет, я качал все что угодно. Мне просто был сам факт появления на моем компьютере чего-то, что взялось из сети. Может, это сейчас для кого-то дико звучит. Сейчас интернет это обыденность, как вот электричество. Я восхищался интернетом. Это был модем на 2400 бот. Работал он по диалапу, то есть через телефонную сеть. И если работал модем, не работал телефон. Это была вечная борьба за телефонную линию. Была еще такая вещь, Фидонет. Вот сейчас старожилы всплакнут, кто ее застал. Это был первый, я не знаю, мессенджер или форум, или почта электронная, что-то все вместе взятое. Были так называемые ноды и поинты. Ноды это были люди, которые консолидировали информацию от поинтов и обменивались ею между собой. Интерфейс был достаточно простой. Ты мог написать любому поинту письмо, либо в какой-то общий форум. Я не помню, напишите, кстати, в комментариях, как эти форумы назывались. Это были что-то типа групп по интересам, то есть, да, Ru Game Doom. Я был подписан, в Doom я очень
активно тогда играл. Были раздачи мышисты против клавишников в этом фидонете. Опять же, срач начинался. Люди из Киева, клавишники, думеры встречались с пацанами из Москвы, мышистами. Отпишитесь, если вы были в теме. Очень интересно вот найти кого-то из тех людей. Я ни одного из тех людей вот сейчас не знаю, кто касался бы фидонета, кто играл бы на профессиональном уровне в Doom. Потом появился Quake 1, и еще очередная психологическая травма. Это была первая игра, где использовались не спрайты, а 3D модели. Мой компьютер, конечно же, такую графику не тянул. Если было 15 FPS, это было здорово, но для этого надо было полигры отключить с консоли. Начал программировать, попадал в журнал GameXZ даже. Про мой аддон для Quake писали. Подротил я очень знатно в то время. Потом появился Team Fortress, и я вообще пропал. Первый Team Fortress, опять же, на движке Quake. Ребята потом из Valve вот просуетились, забрали себе и Control, и TF. Люди, которые делали тогда аддоны, вот эти моды на Quake, они были первыми именно на движке первого Quake. Все, что вы видите сейчас от Valve, это все было обкатано на Quake. Пинги были самые разные, можно было играть с пингом 1000, 1500, выбирать не приходилось. Иногда приходилось играть только шпионом, твоего пинга хватало просто увидеть жертву, нажать ее, ударить ножом в спину, и через пару секунд ты узнавал, увидела тебя жертва раньше или ты ее раньше зарезал. Через год я понял, что у меня зависимость, я сижу целыми днями за компьютером, я понял это после каких-то каникул, то есть если институт хоть как-то выдергивал из этой реальности виртуальной, то на каникулах я полностью перестроился на ночной образ жизни, я ложился в 10 утра, просыпался в 5 вечера, ночью играл или работал, вот программировал, общался опять же в фидонете. Когда я понял, что у меня зависимость, компьютер я продал, просто взял вот такое волевое решение, принял, и эти деньги прогулял, на море поехал, по-моему, отдохнул, начал нормальной жизнью жить, пошел на бокс, я до этого занимался карате, вот из-за компьютера забросил, реально год жизни, полтора у меня компьютер тогда забрал. Однако впоследствии я понял, что эти годы были проведены не просто так. То, в чем я начал разбираться, оно потом очень сильно пригодилось. Что-то вроде наркотической зависимости это все-таки было, потому что потом я с замиранием сердца смотрел передачи про игры, тогда первые начали, про новые игры, и я понимал, что игровая индустрия идет дальше. Я держался, никакой компьютер тогда не покупал. Период этот продлился недолго, где-то году в 98-м я устроился работать в компьютерный клуб. Как говорил Нагано, это не я люблю наркотики, это наркотики любят меня. Я просто стоял на остановке, никого не трогал. Увидел, что через дорогу открылся компьютерный клуб. Он назывался «Бомба». Я зашел в него поиграть. Заплатил деньги и сел поиграть в Quake. Владелец клуба просто охерел. Он говорит, я не знал, что в эту игру можно так играть. Но я там исполнял, начал прыгать, рокет-джампы делать. Пообщался с ним, выяснилось, что я разбираюсь в компьютерах. Клуб был открыт буквально пару дней, наверное, там, только-только открылся. Он мне предложил в нем работать. Итак, вместо одного компьютера я получил сеть из 8 с ночным доступом, и тогда вот начался жесткий компьютерный запой. Мы собирались по ночам, играли, днем я спал, детишки ставили за меня игры. Компьютерный клуб работал сам по себе, а ночью мы курили и играли. Играли и курили, мы много курили и много играли. Quake 2, первые Celeron, тогда же появилась Half-Life. Они это называли революцией в 3D играх, как когда-то ID Software сделал революцию Wolfenstein, потому что было 3D пространство, потом Doom, потому что в 3D пространстве можно было перемещаться еще и по оси Y, потом Quake. Это была первая игра с 3D моделями, а Half-Life показал нам, что игры могут быть с нереально крутым взаимодействием с окружающим миром, атмосферные, сюжетные. Half-Life это была очередная эпоха. Тогда мы еще не понимали, что это еще и движок, на котором будут производиться огромнейшее количество игр. Счастливые беззаботные времена, на самом деле, помню. Были пацаны, которые бегали нам за лимонадом, за печеньками. Были пацаны, которые заряжали игры. Никого нету, мы садились сами поиграть, на ночь оставались, то есть у меня ключ был от клуба. И владелец был не против, что мы там сидим ночью, потому что спиздить 8 компьютеров, это была очень заманчивая тема, и пацаны с района там периодически там просили помочь в этом вопросе. Я защищал как мог владельца клуба. В итоге, если я не ошибаюсь, этот клуб ни разу не выставили, даже, по-моему, когда я уже в нем не работал. Но тогда владелец был не против, именно потому что ночью кто-то присматривает за компами. И, сука, устроился на Росвертол работать за 1100 в месяц. Это было очень прискорбно, потому что я попал в компьютерный отдел. Что-то вроде автоматизированные системы управления, АСУ, по-моему, называлось. Там была куча компьютеров и куча жутко
демотивированных людей, которые с утра до вечера сидели в эти компьютеры, пялились. Я переносил из бумажных носителей в электронный вид информацию. Выполнял свою работу примерно, которая была рассчитана на день за пару часов первых, а потом хуярил в леммингов до вечера. Компьютеры были херовые, откровенно херовые, древние. Конечно, после компьютерного клуба «Бомба» мне было печально на это смотреть. Было печально смотреть на всех этих демотивированных людей, которые на очень херовых компьютерах выполняют какие-то херовые задачи. Далее были тяжелые годы тяжелой работы в табачке. Пропущу я это время. Потом первый раз женился и появился первый персональный домашний компьютер уже у взрослого Саши, который не имеет уже игровой зависимости, которому помогают компьютеры, а не портят. Компьютер появился исключительно для работы. Начался Underground, Need for Speed Underground, самый первый. Потом Far Cry, потом еще какое-то огромное количество игр. И этот компьютер был уже достаточно мощный. Однако и его не хватало. Все предыдущие компьютеры, про которые я вам рассказывал, там всегда чего-то не хватало. Вот одна из фишек этого компьютера, я подойду к нему чуть позже, он обогнал сейчас время. Первый мой компьютер за 30 лет, который сейчас мощнее практически всего, что я захотел бы на нем делать. Тогда вот, наверное, был самый быстрый период развития вот этой вот компьютерной индустрии. Стремительно появляться начало новое железо, началась вот эта гонка видеокарт, только ты покупаешь какую-то одну видеокарту, сразу появляется мощнее игра, которая требует еще одну такую видеокарту. И этот компьютер просто вот начал пылиться в углу, потому что старые игры на нем было играть не кайф, новые на нем не шли. И в принципе опять начался какой-то такой период бескомпьютерный. Однако я тогда уже работал в компании Philip Morris, мне выдали очень дорогой Dell с поворотным и тач экраном, противоударный, который стоил немерено денег, но ни хрена на нем делать было нельзя. Начались первые приколы с первыми приколами, вот с отсылкой друг к другу вот этих вот видосиков из интернета, то, что сейчас происходит в WhatsApp, а вот посмотри, там кто-то пизнулся, а вот посмотри, там кто-то взорвался, и потом Xbox. Никогда не любил консоли, на джойстике вот эта вот постоянно дрочка, там подвинься туда, нет, подвинься сюда, ну вот как робот, вот эта херня, никогда не любил консоли, только там из-за буквально пары игр. Консоль задолбала, и я начал реализовывать свой коварный план по сборке мощного игрового ПК. Я начал собирать именно используя открытую архитектуру компьютер, то есть я делал это постепенно с покупкой очень грамотной разных комплектующих. То есть я купил процессор, он лежал, потом я купил видеокарту, материнскую плату. Я не мог сразу весь компьютер купить, это было очень дорого. Я постепенно откапливал, постепенно покупал. Core 2 Duo, GTX 8800, по-моему. Печь ее назвали не только потому, что если ты напишешь в неправильной раскладке GTX, получишь печь. Нет, ее назвали печь, потому что прогревалась она очень нехерово. Первое видео, которое я сделал именно на этом компьютере. Оно есть на канале, вы можете его посмотреть, оно было о Ниве. Какой-то редактор установил, взял фотографии с финала России 2009 года и сделал небольшую нарезку под музыку. Это было первое видео, которое я реально замонтировал. Позже развелся, был опять период жесткого задрачивания в компьютер. Я работал, играл в компьютер, работал. Такой был тоже период, когда я тогда психанул, начал чем-то заниматься, потому что в принципе работа была нормальная, многие успокаиваются на этом этапе. Был соцпакет, был служебный Ford Focus, был ноутбук, это уже компания Mars была, где я работал. Но меня начало вот это дико бесить, что я опять стагнирую. Хорошая вещь, когда это называется здоровое чувство неудовлетворенности, когда вам постоянно кажется, что вы чего-то не доработали, когда вам кажется, что вы чего-то не сделали, когда вам кажется, что кто-то лучше чего-то добивается, а почему вы этого не добиваетесь, когда вы не успокаиваете себя тем, что это Путин виноват или там кому-то папа помог, а вот задаете себе вопросом, что может быть не сидеть вот здесь на жопе в компьютер не играть, а поднять жопу и пойти что-то сделать. Тогда и были созданы зачатки Loud Sound. Компьютер я продал, всерьез занялся работой и вот собственно не только работой, но и начал создавать Loud Sound. Я создал первый интернет-магазин свой, он был на другом тогда домене. Позже я буду рассказывать историю Loud Sound, и, наверное, про все это расскажу, как были куплены домены loudsound.ru, как я вначале делал loudsound.su, ну и так далее, как я сам вручную каждую позицию добавлял, освоив соцсети, занявшись уже интернет-продажами, открыв магазин. Я все еще работал в компании Mars. Чуть позже я из нее уволился, потому что просто не хватало времени уже и на бизнес, и на работу. Мне пришлось выбирать. Я, скрипя сердце, отдал Ford Focus, карточку с бензином неограниченным. Короче, у меня сиську изо рта вынули, можно сказать. Я остался такой один вот. Надо заправиться, иди заправляйся за свои деньги. Хочешь куда-то поехать, купи машину за свои деньги. Loud Sound канал уже к тому времени существовал, и видео я уже монтировал. Монтировал я их жутко мучаясь на служебном компьютере.
на ноутбуке Dell, которому 100 лет в обед. Это было очень печальное зрелище. Рендерить видео я оставлял на ночь, утром просыпался, видел, что он крашнулся по какой-то ошибке, ставил рендер заново, потом искал куски, из-за которых крашится компьютер, придумывал охлаждение. Было очень сложно, на самом деле железа не хватало. Потом я купил ноутбук DNS Home, он был мощнее в 100 крат. Потом я его перерос, купил DNS Extreme с i7 процессором, с игровой видеокартой. И перерос этот DNS Extreme. Стал собирать компьютер для видео, чтобы делать видео Loud Sound. То есть приоритет уже был не на игры, я хотел мощный процессор, хорошую видеокарту, я хотел хороший рендер, хорошую скорость в предпросмотре. Это очень важно, когда ты работаешь с видео, твоя программа, она берет куски видео из разных видеофайлов и показывать тебе в предпросмотре, как будет выглядеть то, что ты сейчас намонтировал. И просчет видео идет в реальном времени. Для этого нужен мощный компьютер. Такой мощный компьютер обошелся примерно в 120 тысяч. Это по докризисным ценам. i7 4790, 780 Ti, 27-дюймовый монитор Dell с IPS матрицей, безумно дорогой, достаточно модный корпус. И тогда и начали спрашивать: а покажи свою сборку, а покажи свой ПК. И вот с тех пор уже сколько, 3 года прошло, и я как-то вот собираюсь снять это видео про этот компьютер. Видите, какая предыстория к нему серьезная. Сейчас к нему мы тоже подойдем. Компьютер был мощный и, как мне тогда показалось, красивый. И, собственно, на этом компьютере большинство видео Loud Sound было сделано. Для понимания, на канале Loud Sound уже около 1000 видео, 800 или 900. Ну, учитывая второй канал, учитывая не вышедшие видео, я давно перевалил за 1000 самостоятельно отснятых и смонтированных видео. 1000. Задумайтесь. Все это переваривал вот практически все, ну, большую часть, вот этот вот компьютер на 780 Ti. И потом произошел апгрейд. Материнка MSI, больше памяти, процессор 6850K и две видюхи 1080 Ti. В принципе, тогда я посмотрел на этот блог, когда это все засветилось, я подумал, что пора снимать обзор. Пропустил я PlayStation 3, намеренно пропустил, нечего особенно рассказывать, кроме, наверное, «Одни из нас» и GTA 5. Вот только из-за «Одни из нас» игры я и купил PlayStation 3. Очень вам рекомендую эту игру. Она реально стоит того, чтобы из-за нее купить консоль. А разработчики, конечно, пи***цы редкостные, что выпустили ее только под эту консоль. Приходится покупать консоль. Я не хотел PlayStation 3 покупать. PlayStation — это, конечно, развод на деньги. Интересно было посмотреть, на что способны две 1080 Ti, поэтому я купил 4К монитор 3440 на 1440. Хорошее время отклика, 100 герцовый, полный фарш по характеристикам, ну, практически полный. Ну, можно больше 100 Гц, можно чуть лучше время отклика вроде бы, но по сути вот монитор при всем, кроме того, что матрица у него не IPS. И в принципе на этом моменте я понял, что я собрал компьютер, который наконец-таки впервые за все эти годы имеет железо быстрее программного обеспечения. То есть всю свою жизнь я наблюдал за тем, как компьютер, который был у меня или на котором я играл, они всегда пытались догнать софт. То есть всегда железо не дотягивало до последнего появившегося софта. Выходит супер железо, выходят там технологии SLI, там Crossfire, появляется, сука, Metro 2030, или появляется Crysis игра. Ну, всегда были какие-то вещи, которые мощнее твоего игрового компьютера. Это железо, я не знаю, чем нагрузить, но Battlefield 1 можно, там включаешь все на всю, 200%, и тогда, да, просядет все это, но это уже баловство, я считаю. Таким образом, впервые за 30 лет я собрал компьютер, который слишком мощный для любой задачи, которую мне понадобится на нем решить. И в этот момент, собственно, и произошла идея показать вам этот компьютер. Оставалось только оформить красиво. Я тогда обратился в HyperPC, связался с ними, попросил облагородить перед обзором. И, собственно, вот вы смотрите обзор, для которого они облагородили мне немножечко компьютер. Собственно, как выглядит мой кабинет. Реализован он на балконе. Он небольшой, но достаточно уютный. Можно включить здесь кино, здесь на диванчике его посмотреть, положив ноги на кресло либо на подоконник. Подоконник немножко опущен. Вид просто шикарный, он действительно вдохновляет. На рассвете здесь нереально красиво. Иногда закат отражается от некоторых блестящих поверхностей, и здесь происходит такое зарево оранжево-красное, очень красиво бывает. Иногда можно увидеть разную погоду с левой и с правой стороны, то есть видно огромную площадь неба, и иногда слева идет дождь, даже сейчас видно, вот слева у нас более облачно, справа меньше облаков.
Очень хорошо видно, как тень на город ложится. Здесь у нас плитка, природный камень, натуральный, ну такие какие-то срезы с камня, не знаю, тонкий, короче, но это камень. Здесь просто тупо покрашен кирпич, здесь тупо покрашена стена, флизелин и, собственно, изюминка кабинета. Я надеюсь, вы прекрасно понимаете, что Басик. Картины не мог придумать, до сих пор не знаю, какие поставить, поэтому здесь рисунки моей дочки и серебряная кнопка YouTube. Басик, это оригинальный Басик, он у него LS только отклеилась, шапки надо приклеить. Компьютер давайте, конечно же, включим. Вначале я вам покажу, как зеркалит корпус. Он просто делает это нереально круто. Вот тут можно потеряться. Давайте обо всем по порядку. Начнем с корпуса. Это Cooler Master Cosmos. Название не зря такое. Он действительно космический, футуристический. Офигеть, как качественно сделан. Из металла, из стекла. Стекло, как вы видите, тонировано. Здесь просто нереально круто реализованные проходы кабелей. Кабелей, как вы видите, не видно. Это была одна из задач, которую я ставил ребятам. То есть они меня спросили, какие пожелания. Я сказал, что мне не очень нравится, как у меня реализованы провода. Теперь у меня видно, вот если под таким углом смотреть, небольшой хвостик провода питания. И, собственно, все. Стоит у нас просто отдельный корпус, без какого-либо намека на провода. Как ребята пошутили из HyperPC, беспроводные провода. Если мы включаем системный блок, мы наблюдаем сразу магию охлаждающей жидкости Аврора. Это частички металлика, добавленные в эту жидкость, которые позволяют видеть, как она протекает, посредством того, что на эти частички металлика попадает свет, отражается от них. Можно реально залипнуть, выглядит действительно потрясающе. Не устает меня это впечатлять каждый раз, когда включаю компьютер. Видно это даже вот сквозь тонированное стекло. Когда компьютер выключается, у нас происходит вот такая магия. Это называется аура. Материнская плата Asus ROG X299 отражается также на водянке, переливается различными цветами, тоже выглядит очень круто и тоже видно через тонированное стекло. Материнка меня очень это порадовала, очень. Надо пару слов сказать о моей бывшей. У меня стояла MSI X99 Titanium, есть еще какая-то ее более дорогая версия с частотой памяти чуть выше, но это, по-моему, такой предтоп был. Выебала она мне мозг очень порядочно. USB там то 3.0, то не 3.0. Быстрой зарядки я так и не добился ни с какими драйверами. Подключаешь устройство, оно пишет ошибка драйвера, оно работает прекрасно. USB Type-C вообще для красоты был. Я по шнурку Type-C законнектил свой Samsung, и он вроде начинает заряжаться, потом отваливается. Загрузка до 20 секунд до бутлога. Короче, вот этот MSI мне так вытрахал мозг, и вот этот Asus, насколько мне MSI вот не нравилось, настолько же здесь вот эти все вещи, они настолько сделаны круто. То есть вот USB на фронтальной панели, они все 3.0. И флешка, задумайтесь, флешка 3.0 через них жарит 150 мегабайт, не мегабит, мегабайт в секунду переписывается. Я такого не видел никогда. Я не знал, что 3.0 флешки могут так работать. Все USB, которые здесь есть, работают просто шикарно. Водянка, она у нас не только красивая, она еще и функциональная. Здесь для удобства ребята поставили датчик температуры. Я всегда вижу, какая температура воды. При игре на видюхах температура, если не ошибаюсь, 55, на воде 45. При рендере на воде 47-50, а на процессоре 65-72 градуса. Вытащил компьютер, чтобы было удобнее показывать. И мы сейчас здесь можем видеть, как проходят провода через заднюю крышку. Верхняя крышка снимается очень легко. И здесь мы видим одну из вещей, которые ребята реализовали по моей просьбе, чтобы провода выходили именно так. Они перевернули материнскую плату. То есть это тыловая часть, которая у нормальных людей находится здесь. У меня же материнская плата развернута задом кверху. И все подключение реализовано здесь. Это супер удобно. То есть здесь у меня, вы видите, я могу все что угодно втыкать, вытыкать, не надо лазить назад. Времянку мне ребята сделали тут для жестких дисков, чтобы я свою старую информацию быстро перенес. Type-C здесь, который реально Type-C, он реально работает. И плюс к этому он достаточно быстро заряжает телефон. Не работает Quick Charge, но он пишет вначале Quick Charge, потом передумывает, пишет обычная зарядка.
но по времени заряжает практически как Qi. Провод этот служит для передачи данных. Также есть беспроводная зарядка от Samsung. Она быстрая, достаточно просто положить сюда телефон. Вот он пишет: быстрая беспроводная зарядка. Ну, без провода она не такая уж и быстрая, но это очень удобно. Подошел, сел работать, телефон кинул, все заряжается. Как же реализован вывод проводов с материнской платы наружу? Вот все продумано в этом корпусе, очень круто сделано. То есть вот сюда у нас уходят через резинку провода наружу, а здесь они ныряют под заднюю панель, которая опять же не прикручивается, а крепится, ну, прилипает на магнитах. Вот здесь мы видим магниты, она просто раз залипает здесь, закрывая провода. Они проходят вот таким образом. Вот я с этой стороны покажу, будет удобней. Вот они выходят таким образом, и слева и справа их можно вывести. Также кабель питания выведен. Таким образом провода у нас реально спрятаны. Однако есть тут и минусы. Могли бы сделать отверстие побольше, хотя можно в принципе тут наколхозить. Но вот у меня провода влезли не все. Если чуть больше проводов, то крышка здесь, ну, ее отгибает. Не хватает размера вот этого отверстия. И вот USB от хаба я переткнул сюда. Хаб у меня располагается за монитором, там у меня еще 10 USB портов. На передней панели у нас кнопка переключения режима работы кулеров, оно отключено, все реализовано через BIOS. Переключение режимов подсветки, можно выбрать цвет, можно выбрать, чтобы менялись цвета циклически, либо задать настройки через материнскую плату. Переднюю крышку можем откинуть, за ней пылесборник, он тоже очень легко снимается. Если жарко в корпусе, можно это все открыть, радиатор будет отлично дышать. Очень доставил корпус, очень красивый, очень функциональный, очень удобный. Один только минус у него, он нереально, сука, тяжелый. Ну, это неудобство, наверное, разовое, но вот заносили мы его вдвоем, одному его поднять очень тяжело, реально тяжеленное устройство. 32 гигабайта HyperX Predator память, такая же HyperX Predator SSD M2 находится за одной из видеокарт, того сложно увидеть, но мы постараемся. Также с агрессивным охлаждением. Материнка, как я уже говорил, с подсветкой Aura. Зон подсветки великое множество. Можно подсветить вот эту штучку, у нее только 6 зон подсветки. Можно подсветить отдельно SLI мостик, отдельно корпус. Можно установить еще дополнительные контуры подсветки RGB и указать, сколько там светодиодов, и управлять ими. Ну вот в этом плане реализовано все очень круто. Мой старый SSD M2 от Samsung ребята также оставили. На 250, очень быстрый, он используется в основном для работы. И хранилище для большого количества данных, 2 6-терабайтных Seagate Barracuda. Хватает, так скажем. Один я забил на 4 терабайта, второй так на чуть-чуть. И в принципе сейчас запас у меня есть. До этого я использовал 2 3-терабайтных и 1 2-терабайтный диск, плюс пара SSD, плюс вот этот SSD M2, то есть было много жестких дисков, было достаточно геморройно по этим дискам шарить. Две 1080 Ti от Asus установлены, заменены были у меня от Gigabyte, поставили от Asus. Процессор Core i9 7900X, 10 ядер, и в принципе прибавка достаточно значимая в рендере и в работе. Звуковая карта от Asus Essence Strix 2 также была установлена, и не пожалел я об этом. Вот если вы обратите внимание, ламповый усилитель мой пока отключен, пока обхожусь я картой. Ну, решил послушать карту без усилка. Наушники у меня Sennheiser HD600, сопротивление у них 300 Ом, то есть они нереально требовательны к мощности звуковой карты либо усилителя. И у меня до этого стоял U7 Xonar, не тянул. До этого пробовал я их от материнской платы MSI, не хватало ей мощности, чтобы эти наушники раскачать, очень был тихий звук. От этой материнки я не пробовал, тут тоже какая-то продвинутая аудиокарта стоит, встроенная в материнку. Но вот этот вот Essence Strix 2, он, я не скажу, что он их реализовывает, то есть сейчас мне ламповый усилитель хочется, было бы лучше с ним, но дискомфорта нет, наушники работают, у них нет избыточной громкости, я не могу в них влить. У меня в инстаграме есть видео, где я вливал этот ламповый усилитель в эти же наушники, устроил флекс реально мембран, там достаточно на большой ход они выходят, можно спалить вот этим усилком. Он, если я не ошибаюсь, 2-ваттный, ну сколько, в какое сопротивление эта заявка, я, если честно, не знаю, в 64 Ома, может даже и в 300,
Это самодельный усилитель ламповый, производит у нас паренек в Ростове. Усилитель играет достаточно неплохо, не очень хорошие искажения на максимальной громкости, но вот на средней умеренной громкости, вот для таких наушников это самое то, для студийных, там 300-омных, раскачивает он их отлично. Настройки у карты меня также порадовали, вот геморрой у меня прошел, у меня до этого вот U7 Sonar стояла, с материнки, с этой MSI, постоянно звук дрочил, как-то настраивал какие-то предустановки, ну криво реализованы все эти эквалайзеры, задержки, улучшайзеры, тон компенсации. Вот в компьютерах ненавижу это все говно настраивать. Сейчас вот в принципе не парюсь, слушаю. Наводок с этого всего практически нет. Где-то при вот полной тишине, когда монтируешь видео, когда у тебя там пол компьютера нагружено, может появиться небольшое какое-то такое шебуршание где-то далеко, но ничего критичного. Через усилитель еще не пробовал, буду пробовать, ну пока вот дискомфорта нет. Громко не послушаешь, но на нормальной громкости все отлично. Монитор. AOC, лось так называемый, 35-дюймовый, игровой, изогнутый. Я раньше не понимал, для чего нужны изогнутые мониторы. Сейчас понимаю прекрасно. Когда он такого достаточно большого размера, для вас средняя точка, она к вам ближе, чем крайние. Поэтому они подвигают края к вам, чтобы у вас картинка выглядела максимально ровно. Очень интересный эффект после такого монитора, когда садишься за ровно. Картинка становится как будто такая шарообразная, очень неприятно реально после такого монитора. Вот я свой Dell старый втыкал, 27-дюймовый. Привыкаешь к вот этому изогнутому монитору. Единственное, что не понравилось в этом мониторе, это цветопередача после, опять же, IPS матриц. Для игр и видео, в принципе, хватает такой цветопередачи, но вот кто работает с цветкором, с видео, с фото, с лайтрумами, с фотошопами, с видеоредакторами, ну, наверное, лучше брать поменьше, но IPS этот больше такой для игр. Ну а если хотите все на всю, то вариантов сейчас там, по-моему, два я только увидел от Asus и от Acer. Asus ROG Swift, по-моему, называется, но это уже за сотку цены. В принципе, при тех же параметрах, только матрица будет не MVA, а IPS. Клавиатура. Пристыдили меня в комментариях, что такой топовый компьютер, а клавиатура у меня Оклик за 500 рублей. На самом деле, клавиатура Оклик, ну и раньше были Чикони, то есть самые-самые простые клавиатуры я всегда предпочитал. Я на них печатаю со скоростью света, кофем залил, не жалко поменял, грязная стала, не жалко поменял. Вот это первая моя механическая клавиатура, которую я в принципе решил попробовать уже в домашних условиях, потому что вот демонстрационный стенд я подходил, печатал, вот это вот сюда мне говно бесило. Вот, изучил вот эти вот черри, красный, там коричневые, черные, синие, вот этот браун коричневый купил, в принципе, я так понял, самая золотая середина. И вы знаете, привык, есть неприятный момент с кнопкой Ctrl, у меня иногда рука на него падает, а срабатывание происходит уже на половине хода. И иногда у меня вот здесь рука на контроле лежит. В принципе, все. Клавиатура настолько удобна и очень быстро я на нее перешел. Буквально в тот же вечер привык. Должен похвалить вот эту мышь. Это уже третья такая мышь, которую я покупаю. Ну, первая была на проводе, и потом купил беспроводную, у нее сдохла какая-то кнопка. Я купил вот эту еще одну, стоит она 2000. Это Blady R7. По-моему, от Afatec. Раньше они писали Afatec, сейчас не пишут, просто вот Blady и все. Но, по-моему, производитель Afatec. Офигеннейшая мышь, просто супер удобно. Есть у нее один косяк. Она, сейчас скажут, такой небольшой косячок. Некоторым геймерам это, конечно, смерти подобно. Но она иногда подвисает на секунду буквально. То есть ты мышь ведешь, она зависит. Это очень редко бывает, но вот такой неприятный момент могут завалить вас где-то в контре. Меня это особо никогда не парило. Она очень хорошо лежит в руке. Я ее почему решил поменять? Она стала липнуть. У нее покрытие уже просто стерлось, видите? Она уже неприятная на ощупь. Я не знаю, сколько ей, уже год может. Ну, такая достаточно уже повидавшая вид. Вот такая мышь. Жду я ее с ДНС. Написали, 4 дня придет. Вроде как топчик. Но есть негативные отзывы по ней. Мол, она очень тяжелая, очень большая. Попробую. В принципе, по железкам, наверное, все. Давайте переходить к тому, как это все работает. Монтирую я в программе Sony Vegas. Очень часто спрашивают, что за программа. Бесполезно писать. В комментариях пишу Sony Vegas. Спрашивают еще потом 10 раз. В принципе, кому надо, тот поймет. Очень хорошая, очень удобная, очень быстрая программа с очень хорошими хоткеями. Очень глючная, очень часто падает, очень требовательная к железу. Огромное количество плюсов, огромное количество минусов. Я привык именно к ней. Я знаю, что Final Cut лучше, я знаю, что Adobe лучше. Люди, вот, привыкшие к Adobe, я не смог на Adobe пересесть. Неудобно мне там просто эргономически неудобно. Ну а Final Cut это здорово, конечно, но я не очень
хочу переселяться в экосистему Apple, а в принципе Mac иметь и не иметь всего остального Apple достаточно будет неудобно и глупо. Ну и вообще, по мне, я не хочу никого обидеть, но покупать iMac, конечно, это не самое, так скажем, не самое мудрое решение. Да? Это нужно быть энтузиастом и нужно четко понимать, зачем тебе Mac. Большинство из вас уже не терпится посмотреть, как на этом чуде работают игры. У меня здесь для вас есть Far Cry 5. Очень рекомендую игру, но, как сказать, на любителя. Мне зашла, и я прошел ее всю, и даже там дополнительных миссий много, и даже аванпосты уже там потом обратно вернул. У меня здесь есть Far Cry 5, GTA 5 и Ведьмак 5. Нет, Ведьмак 3 у меня. Покажу, сколько FPS в какой игре. Давайте сделаем сразу какую-нибудь жесть, потому что вам на хорошем железе уже игры и так показывали FPS. Сейчас мы запустим рендер в самом высоком разрешении. Тут присутствуют куски 4К. Достаточно серьезная будет сейчас нагрузка на процессор и на видеокарту. Вот у нас уже загрузка 90% на процессоре. И сейчас мы запустим Far Cry 5 и посмотрим, сколько в нем будет FPS. Список игр в Steam купленных вы здесь видите. Это за многие годы. Не говорите, что я задрот. Хотя, наверное, задрот. Но большинство из них я не играл, если честно. Покупал игры, там запускал. Вот Division, Tom Clancy я не поиграл, там буквально чуть-чуть. Не зашла. Вот Sniper Elite мне зашли, пострелял, прикольные игры. Ну, такие есть. Вот Resident Evil 7 не играл. Так, у нас сейчас идет рендер. У нас температура 60 градусов на процессоре. На воде 29,4. Вода еще даже не прогрелась. Итак, запустим Far Cry 5. Посмотрим, как у нас будет при рендере работать игра. На воде у нас в данный момент 30 градусов. Балкон я закрыл, так как мое семейство вернулось с прогулки. Я, если честно, уже записываю это видео очень много дней. Мешают, как это не плохо звучит, дети. Но сегодня уже решил так или иначе записать видео. Вот закрылся на балконе. И мне сейчас будет очень жарко. У меня закрыто окно, у меня закрыта дверь, там где работал сплит. И сейчас я по факту 1 на 1 с компьютером, на котором запущен рендер и Far Cry 5. Так, настройки у нас максимум. Разрешение 3440 на 1440. И давайте запустим тест производительности. Напомню, рендер у нас работает. Я сейчас даже по Alt-табу переключусь, чтобы вам это показать. У нас идет рендер в полном разрешении. Средняя 50, максимальная 81. Итак, видим средняя 46 FPS при рендере. Давайте прогоним теперь его еще раз, но отключим рендер и посмотрим без грубежа, сколько нам реально дает Far Cry 5. Итак, видим 89 FPS на максимальных настройках. Вода у нас прогрелась до 34 градусов. Давайте посмотрим, сколько у нас на видеокартах. Производительность можно поднять, я в принципе не заморачивался. У нас здесь есть GPU Tweak, сейчас у нас Silent Mode, тихий режим. Видюхи не разогнаны, есть еще гейминг, оверклокинг. Температура на видюхах на данный момент отключается на 4 градуса, 38 на каждой видюхе, 34 на воде. Отличный показатель. Показатель может подниматься до 55 градусов, на видюхах я больше не видел. Вода отлично с них отводит тепло, а процессор же греется до 72 примерно градусов. GTA 5 видим 120 FPS. Очень плавная картинка, очень красивая. В моментах до 150 FPS. Давайте чуть поднимем планку. В данный момент графика 3440 на 1440, 100 Гц. Сглаживания все включены, NVIDIA TXSA включено, длинные тени включены, тени высокие. Ну, короче, все на всю, масштаб изображения выключен. Давайте поднимем 1.25, посмотрим, просядет ли FPS. Ну, да, просел, но по-прежнему в районе 100. Графика просто нереально крутая. Давайте еще чуть-чуть поднимем до 1,5. А у нас занята половина видеопамяти, 10 гигабайт из 22. Он видит обе видюхи. Сейчас мы посмотрим, как они нагружены и какая на них температура. Итак, при масштабе разрешения 1,5 мы видим 80 FPS.
Играть достаточно комфортно, картинка плавная, 70. Шикарная игра, но я не пойму, как она какие-то цензуры вообще прошла. Это просто жесть. О, мотоциклист. Я сейчас самую первую миссию завалю, мне кажется. Ведьмак. С Ведьмаком странные вещи происходят. 120 FPS, потом 60, потом вот он прыгает на 100. И как будто бы вертикальная синхронизация включена. Может, это G-Sync так работает, я не знаю, если честно. G-Sync я не включал, может, он сам включился. С чем это связано, я не знаю. Да, G-Sync включен, может быть, это он выделывается. Сейчас мы попробуем его отключить. Вот вам 130 FPS, вот вам G-Sync. Зачем он нужен, я не знаю, но чтобы картинка, видно, не рвалась, но она и так не рвется. 130 FPS. Вот вы только что увидели, как работает G-Sync. Если честно, я сам никогда не пробовал, сейчас только увидел, что походу эта вещь не всегда нужна, как производитель уверяет. Вот таким образом имеем 130 FPS. Настроечки сейчас я вам покажу. Видео, графика. Ну тут не ультра была, извините. На ультра, да, просела 110 FPS, 106. Вот сейчас у нас ультра, 4К, все на всю. Сейчас немножечко я побегаю и покажу вам, сколько, как прогружаются видюхи и какая на них температура. Видюхи также работают обе, загрузка полная. Видим первую, вторую, и температура у нас держалась в районе 55 градусов. На воде же у нас 39,3. Не прогрелась даже еще вода. Холодненькая, хорошо охлаждается. Здесь у нас открыто. Если закрыть переднюю крышку, конечно, будет гораздо жарче. Но как работает система водяного охлаждения, вы прекрасно видите. Достаточно жарко в данный момент на балконе, но я дверь закрыл, чтобы нам не мешали. Окно также закрыто. Вот, в принципе, вы видите в закрытом помещении, как работает система водяного охлаждения. Хочу обратиться к той части аудитории, которая разбирается в компьютерах, которая смотрит нас, потому что им нравится автозвук, но вот основное их увлечение — это компьютер. Не стесняйтесь писать ваши комментарии, обязательно посоветуйте что-нибудь. Подробнее об этой сборке, как она делалась, интересные факты о ней вы можете почитать на сайте hyperpc.ru. Там есть моя личная теперь страничка с вот этим вот чудо-компьютером. По ощущениям от использования было очень сложно улучшить мой компьютер, что-то добавить. Так была суперскоростная рабочая станция игровая, но здесь ребята поставили более мощный процессор, более производительные видеокарты с лучшим охлаждением, быстрее память, и в принципе на работе это сказывается. Компьютер стал ощутимо быстрее рендерить, комфортнее в монтаже видео, быстрее загружается, быстрее просыпается. При всем при этом улучшился функционал и удобство использования. Вот, отчасти благодаря такому чудо-корпусу. Подход ребят из HyperPC, хочу отметить, это очень вовлеченные профессионалы своего дела, которые не просто разбираются, которые не просто хорошо работают, но вкладывают душу. И это в наше время очень дорогого стоит, в наше время очень много чего делается за бабки. Спасибо тем, кто посмотрел этот обзор. Я знаю, что сейчас люди ленивые, им хочется такого быстрого чтива на ютубе. Очень ценю тех, кто посмотрел это видео полностью. И не забывайте писать ваши замечания и советы в комментариях. Всем пока, живите громко. Вот о чем я говорил, если в стойку вовремя не встать, до свидания.